Привет-привет, с вами Алена, и сегодня сделаем новогодний маникюрчик. Но это будут не снежинки и не елочки. Как-то так странно вышло, что в этом году ни одной снежинки и елки я не рисовала. Ко мне пришла новая клиентка, у которой мастер ушла в декрет, и вот она доходила с этими ногтями до победного и до последнего, потеряла всего один ноготок. Я считаю, что это отличный результат для такой носибельности. В некоторых местах были трещинки, но мы сильно не переживали по этому поводу, потому что в планах было сделать наращивание. И не абы какое, а такое, как вам сказать, хрустальное цвета шампань. Мы в конце поняли, что это похоже на шампанское. И сегодня я буду свои новые посылки проверять вот такие вот наклеечки на пилке, тоже одноразовые. Все спрашивают, что это такое. Это специальные одноразовые наклеечки, файлы, которые клеятся на основу, на такую вот металлическую, и ими пилим. Вот. Это нужно для удобства, потому что сейчас же все любят прям, чтобы все было одноразовое, а я все переживаю из-за того, что приходится выкидывать пилки на пластиковой основе, и все это там вред и боль. В общем, после того, как мы полностью сняли предыдущее покрытие, спилили длину фрезой, насколько смогли, я уже с помощью пилки подготавливаю натуральный ноготь, опиливаю свободный край. Нам обязательно нужно убрать все практически в ноль, да не практически, а на самом деле нужно убрать в ноль, и обязательно убираются уголки. Если вы углы оставите, а ноготь при этом еще и арочный, у вас просто не встанет форма, как вы ее не режьте. Потому что натуральные уголочки, особенно на арочных натуральных ногтях, подкручиваются, и форма просто не будет вставать. В общем, опилили, доработали все это дело бафиком. Дальше берем пушер, отодвигаем кутикулу и при необходимости вычищаем потеряги так же, как и я, потому что я понимала, что его там много, и намного быстрее будет его вот таким образом зачистить, чем все это дело спиливать. Дальше берем, как всегда, присыпку. Я себе отсыпала в такую маленькую баночку, потому что девочки у меня отобрали мою присыпку, и у меня осталось только вот это. В общем, нанесли и приступаем к маникюру. Сегодня я буду использовать пламя. Как всегда, не знаю, какого диаметра, вы сейчас будете спрашивать, а я снова не запомнила. Я взяла то, которое мне попалось в наборе. Это снова Magic Beats, красная насечка, пламя с тупым кончиком. Я посчитала, что, в принципе, оно мне здесь подойдет. Хотя, вы же знаете, я любой фрезой с работы. В общем, сегодня у меня такая, как всегда, я ей очень сильно довольна. Вот, прочищаем полностью весь потерейки, поднимаем кутикулу, достаем оттуда не сдающиеся кусочки всякие вот в этом синусе, он там точно будет. Я его буду выковыривать в итоге пушером, потому что фреза что-то отказалась его доставать, там какой-то непонятный кусь. На самом деле это было без травмирования, просто я его поддела, вытащила и дальше загладила фрезой. Но кутикулу мы сейчас срезать не будем, потому что мы планируем делать выкладной френч. Представляете, я так давно его не делала, и вот сейчас по требованию клиентки, по заявке я решилась. В общем, ноготь полностью подготовлен, кутикула поднята, мы стряхнули пыль, обезжирили, нанесли праймер, и вот сейчас я наношу базу. Наношу базу от торговой марки Gel Lactic, Rubber база. Почему наношу кистью для омбре? Просто так от скуки наношу. Мне иногда нравится прикольно этой кисточкой работать. В общем, она мне попалась. Устанавливаем шаблон. Не забываем, что если пальчик смотрит в сторону, шаблончики нужно отцентровать. Разворачиваем ручку от себя и смотрим. В моем случае шаблон я также подрезала немножко, чтобы выпустить боковые валики. И мы будем обязательно эти ногти поджимать, потому что она хотела, чтобы они были арочные. До этого ее мастер ей делала, но что-то у них там как-то не получалось с зажимом. Оказалось, что не было вот такого специального инструмента, который я тоже не знаю, как называется, я его плоскогубцы зову. В общем, после того, как мы нанесли тонкую подложку из геля, просушили, поджали ее, я беру маленький шарик полигеля, устанавливаю его на ноготь и с помощью апельсиновой палочки, которую я смочила в обезжиривателе, распределяю в зоне кутикулы и дальше доглаживаю кистью для полигеля. У меня это натуральная кисточка, она, по-моему, для акрила, и ей уже миллион лет, поэтому я не знаю, откуда у меня взялась. И тут на помощь мне пришли вот эти тоненькие металлические пилки со сменными файлами, потому что обычно линию улыбки мне приходилось опиливать тонкой алмазной пилкой, такой, знаете, которая была у всех раньше таких маникюрных наборчиках, тоненькая и с пластиковой ручкой, либо просто с металлической. Короче, это было не очень удобно, а вот сейчас все зашло как надо. После того, как наши ложи, какое я слово сказала, наши ложи опилены, форма придана. Дальше я промазываю прозрачным гелем, или можно взять также базу, чем-нибудь прозрачным промазываю и начинаю устанавливать всякие штучки и кусочки.
Цель немножко их разбросать, чтобы это было что-то типа пузырьков шампанского, но чтобы ногти, тем не менее, оставались местами прозрачными. У меня здесь какие-то стразики, какие-то осколочки и немножко полупрозрачных блесточек. Все это дело устанавливается на мокрую непросушенную базу, в моем случае, либо на гель. И дальше отправляется на просушку лампу. Это кусочек моей истории, кстати говоря, которую я выкладывала в Инстаграм. После того, как все просохло, мы прозрачным гелем, конструирующим, перекрываем. Все это дело выравниваем и снова отправляем на просушку. И дальше у нас будет самая главная задача — это успеть все это дело зажать. Где-то, наверное, 15 или 20, может быть, секунда. Плюс-минус, каждый гель работает по-разному. В общем, сжать надо пока что он тепленький. Как видите, я зажимаю, и ноготь тут же становится узеньким, красивым и изящным. И дальше одеваем прищепочку и отправляем в лампу на досушку, чтобы арочка не раскрылась. Дело в том, что гель при нагревании может раскрываться. Вот смотрите, какие красавчики у нас получились. Дальше дело за малым. Осталось всего-то навсего все это опилить. Честно говоря, я не очень люблю опиливать именно выкладные френчи. Просто мне пилить не нравится. А что поделаешь, это часть нашей работы, зато потом будет такой кайф, когда мы это все топом перекроем. В общем, делаем стандартный верхний опил, ноготочки у нас получатся тоненькие, красивые, изящные. И, конечно, после того, как мы с опилом закончим, выведем все параллели, сверим все по длине. Вот так вот у нас красиво получается. Нам останется срезать кутикулу, которую мы оставили, и просто перекрыть топом. Берем кусачки, обязательно острые. Я вот в предыдущем видео показывала, где зачистка анихализис, когда я работала не очень хорошим инструментом. И сейчас я смотрю, у меня просто стыдно становится, и сердце кровью обливается. В общем, мы сделали срез. И какой срез без шлифовки? Тут моя любимая фреза. Я запомнила, она называется «Бутон». Мы ее дошлифовываем. То, что не получилось дошлифовать, все-таки дорезаем. Я в своем репертуаре. Я не я, если 15 раз не дошлифую и не дорежу. В общем, получился у нас такой пальчик-красавчик, который мы сейчас перекрываем топом. И вот он, чудесный момент, магия просто, когда ноготь превращается вот в это чудо. Посмотрите, какая прелесть. Лунку видно, она слегка прозрачная. Дальше идет камуфляж и красивый кончик цвета шампанского, цвета пузырьков в бокале шампанского. Вот такой мой новогодний маникюр, так я себе его вижу и представляю. Вот они такие хорошенькие, арочки. Я не претендую на звание супер специалиста по арочному моделированию, но на салонном уровне я думаю, что неплохо с этим справляюсь. По крайней мере, я и клиент остались довольны. Но вы можете писать в комментариях, что же вы думаете по этому поводу, получилось ли у меня передать новогоднее настроение. Всем большое спасибо, пока-пока. С вами была Алена, до новых встреч.